Итак, друзья, заканчиваем сегодня марафон блинный такой, вкусный-привкусный. И, естественно, завершать надо его красиво. Готовим сегодня блинный пирог. Опять-таки, рецепт взят из книги Елены Малаховец 1861 года. И, честно признаюсь, не с первого раза получился этот рецепт, пока я не понял, как оно должно готовиться. Потому что у Елены Малаховец, не все до конца было описано. Я все нюансы и подводные камни разгадал, и сегодня мы приготовим офигенный, обалденный и очень вкусный пирог из блинов. Готовим! Чтобы приготовить пирог из блинов, естественно, вначале нужно приготовить блины, а для этого нужно тесто. Поэтому разбиваем яйца и отделяем желтки от белков. Делается это очень просто. Опа! Примерно вот так. Но это не беда. Берем ложку с дырками, типа шумовки, извлекаем желток и перекладываем его в нужную чашку. Затем желтки выливаем в глубокую чашу, где будем замешивать тесто. Добавляем пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки соли, 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. И начинаем перемешивать, потихоньку добавляя молоко. Молоко комнатной температуры. Затем в эту молочную смесь частями всыпаем муку и замешиваем тесто. Старайтесь, чтобы не было комочков. Вот получилась такая однородная масса. Накрываем крышкой и даем отдохнуть полчаса. Минуты за 2 до окончания срока переливаем в чистую глубокую чашу белки и взбиваем их до устойчивых пиков. Добавляем их в отдохнувшее тесто. Аккуратными движениями снизу вверх вмешиваем белки в тесто и переходим к плите. Разогреваем сковородку и для первого блина смазываем ее растительным маслом. Буквально чуть-чуть. Размажьте кисточкой по всей площади сковородки. Потом половником набираем тесто и вливаем на сковородку. Примерно вот таким макаром. Жарим блин буквально 1 минуту. Затем переворачиваем, пекем его еще 30 секунд и перекладываем его на тарелку. Теперь блин, пока он горячий, смазываем либо сиропом, либо джемом. Если джем очень густой, разбавьте его теплой кипяченой водой. Затем блин сворачиваем вот такой трубочкой красивой. Так поступаем со всеми блинами. В результате у меня получилось 16 нормальных блинов и 1 вот такой полублин, который мы не будем использовать в пироге, а съедим просто так. Переходим ко второй части марлезонского балета. Форму для выпекания у меня она 8 на 25 и глубиной 6 сантиметров. Тщательно смазываем сливочным маслом комнатной температуры. Всыпаем туда панировочные сухари. И вот такими движениями распределяем по всему периметру, включая стенки. Теперь формируем пирог. Для этого нам нужно каждый блин разрезать на 4 части. Вот так. И аккуратненько выкладываем в форму для запекания. Получаются 2 вот таких замечательных ряда. Теперь нужно подготовить заливку. Для этого берем 4 яйца и отделяем опять-таки желтки от белков. Белки убираем в холодильник, а желтки выкладываем в глубокую чашу, добавляем сахар и при помощи венчика смешиваем в однородную массу. Затем постепенно добавляем сливки и перемешиваем. С этим разобрались. Теперь охлажденные белки перекладываем в глубокую чашу и опять-таки взбиваем до устойчивых пиков. Перекладываем к сливкам с желтками и опять-таки аккуратно при помощи лопатки вмешиваем белки в эту массу движениями снизу вверх. И получившейся массой заливаем наши блины.
Немножко потрясите, чтобы жидкость прошла в блины. И теперь отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, нагрев вверх-вниз на 35-40 минут. Если верх начинает сильно подрумяниваться, накройте его фольгой. Вот такой пирог получился с небольшим изъяном, так как верхний слой у меня прилип к фольге. Ну что ж, и такое бывает. Но я уверен, на вкус это никак не повлияет. Скорее всего, надо было не накрывать фольгой, а просто прикрыть верхний тен противнем. Ну что ж, что сделано, то сделано. И несмотря на этот досадный промах, прям в форме нарезаем пирог порционно, получится 6 порций. При помощи лопатки извлекаем, выкладываем на тарелку, зовем домочадцев и, конечно, смотрим на их восхищенные лица. Кстати, а что нам скажет Дина о вкусе этого пирога? Этот рецепт – еще одно для меня удивление. Я могла бы предположить, что блины нужно использовать как коржи. То есть положил блин, сверху начинку, потом опять блин, потом опять начинку. А вариант, что каждый блинчик свернуть в рулетик и уложить и запечь, мне даже в голову не приходил. По-моему, это замечательно. И на вкус это просто великолепно. Очень нежный, вкусный, в меру сладкий десерт. Рекомендую его от души. Готовьте, радуйтесь сами, удивляйте родных и близких. Друзья, надеюсь, наши рецепты помогут вам подойти серьезно к Масленице и порадовать своих родных и близких. Я от себя хочу пожелать вам добра, мира и, конечно же, здоровья. Вам, вашим семьям. И до новых вкусных рецептов. Пока! А я присоединяюсь к Мишиным поздравлениям. До новых встреч! Бормикс.